Всем привет, дорогие друзья! Я Мария Петрова, и здесь я помогаю вам учить русский язык. Расскажите немного о себе. Простая, базовая тема. Но давайте честно, даже на родном языке этот вопрос иногда вызывает панику. А что рассказывать? На иностранном языке тем более. У вас точно не будет времени подумать, а какой там падеж. Поэтому я предлагаю подготовиться заранее. В конце этого урока у вас будет готова самопрезентация, которую вы сможете адаптировать под разные ситуации. Может быть, вы пришли на урок по русскому языку в новую группу. Может быть, вас пригласили в гости, на день рождения, на свадьбу, на любое неформальное мероприятие. Вам всегда нужно сказать пару слов о себе. Давайте посмотрим, с чего начать. Начать, конечно, нужно с приветствия. Здесь варианты, которые вы все знаете. Здравствуйте и привет. Как выбрать между здравствуйте и привет? Посмотрите на человека или на людей. Если вы собираетесь обращаться к ним на «вы», выбирайте вариант «здравствуйте». Если собираетесь говорить «ты», выбирайте вариант «привет». Я уверена, что вы знаете базовые правила, как выбирать между «ты» и «вы», но на всякий случай скажу, что в русской культуре мы используем «вы» гораздо чаще, чем в других культурах, где есть эта форма. Я заметила, что в других странах люди гораздо быстрее, гораздо проще переходят на «ты», либо гораздо чаще сразу начинают с формы «ты». В русской культуре по-другому. Будьте внимательны. Еще один важный момент. Мы никогда не говорим «как дела» при знакомстве. Я знаю, что многие из вас задают этот вопрос автоматически. У вас так принято. Но, пожалуйста, не надо. Это звучит нелепо и ставит человека в тупик. Что я должна сказать, если мы только что познакомились? Поэтому нет, как дела при знакомстве мы не говорим. Если вам хочется установить контакт, вместо «как дела» можно сказать, что у вас с человеком общего. Скажите, почему вы здесь, например. Если это мероприятие или вечеринка, или день рождения, или, например, меня пригласили на свадьбу, там много гостей, которых я не знаю, и я скажу, я подруга Натальи, подруга невесты. Либо можно найти что-то общее, почему вы здесь. Например, я тоже изучаю русский язык. Или вы тоже изучаете русский язык. Но, как я сказала, это не обязательный этап. Пропустите его, если не готовы импровизировать. Дальше, конечно, обязательно нужно сказать, как вас зовут. Меня зовут Мария или я Мария. Если у вас есть вариант имени, который вы предпочитаете, можно сказать так. Меня зовут Мария, можно просто Маша. И, кстати, совет, внимательно слушайте, какой вариант имени называет ваш собеседник. Как вы знаете, в России у нас есть имя и отчество. Например, я Мария Валентиновна, Мария мое полное имя, и Маша это краткий, неформальный вариант. И в разных ситуациях я буду представляться по-разному. И если, например, своим студентам я говорю «меня зовут Мария», именно этот вариант я ожидаю от них услышать. Не нужно называть меня Мария Валентиновна, даже если вы хотите проявить уважение. И будет странно, если вы вдруг назовете меня Маша. Этот вариант я вам не предлагала. Итак, вы представились, что дальше? В нашей ситуации, когда мы говорим на иностранном языке, очень часто мы говорим «откуда мы?». Я из России. Я из плюс страна в родительном падеже.
Проверьте, как называется ваша страна на русском языке. Проверьте, как будет звучать родительный падеж. И уверенно заучите эту фразу. Плюс можно сказать, кто вы по национальности. Я русская. Здесь внимательно используйте именно национальность, а не прилагательное. Самая частая ошибка, когда вы используете прилагательное вместо национальности. Я итальянец. Да, это правильно, это национальность. Не говорим «я итальянский». Я итальянец, я итальянка. Я англичанин, я англичанка. Проверьте, как называется национальность, ваша национальность на русском языке. Когда вы говорите «я из России» или «я русская», непонятно, вы до сих пор живете там или нет, поэтому можно сразу добавить эту информацию. Например, «я итальянец и живу в Риме». Или «я родилась и выросла в Сибири, а сейчас живу в Москве». Или «я из России, но сейчас уже несколько лет живу в Будапеште». Выбирайте вариант, который вам подходит. Используйте слова «родился», «родилась», «вырос», «выросла», «живу». Плюс предложный падеж. Да, здесь мы используем локацию. Дальше очень часто мы говорим о работе. Вас могут спросить, чем вы занимаетесь, где вы работаете. И вы отвечаете, я преподаватель, я работаю преподавателем. Я плюс профессия в именительном падеже. Или я работаю плюс профессия в творительном падеже. Внимание! Здесь мы не используем «как». У нас нет этого варианта. Можно сразу сказать, где вы работаете. Например, я преподаватель английского языка в компании «Глобус». Или я преподаватель английского языка в «Глобусе». И здесь мы не используем «для». Я работаю в компании. Не забывайте, что в некоторых ситуациях с некоторыми словами мы используем «на». Например, я работаю на заводе, я работаю на почте. И, кстати, еще одно полезное выражение – я работаю на себя. Это значит, у меня свой бизнес или я фрилансер. Например, я фотограф, работаю на себя. Если вы еще студент или студентка, вы можете сказать «я учусь на» плюс ваша будущая профессия в винительном падеже. Я учусь на дизайнера. Я учусь на программиста. Это значит, что потом вы будете дизайнером или программистом. Я учусь на. Еще один вариант. По образованию я математик, но работаю фотографом. По образованию я плюс ваша специализация, профессия, но работаю творительный падеж. А что делать, если вам трудно объяснить, кем вы работаете? У вас такая должность, что невозможно сказать просто одним словом. Тогда вы можете сказать, я работаю в сфере туризма, я работаю в сфере маркетинга, я работаю в сфере продаж, в сфере плюс родительный падеж. Семья. Если вы решите говорить о своей семье, вот несколько полезных фраз. Я замужем, вариант для женщины. Я женат, вариант для мужчины. Я разведен, я разведена. У меня есть дети, у меня нет детей. У меня 2 детей, 3 детей, 4 детей, 5 детей. Обратите внимание, мы используем именно такие формы. Если у вас 1 ребенок, у меня есть сын, ему уже 3 года. Или у меня есть дочь, она только что пошла в 1 класс.
Или у нас нет детей, но есть собака и кошка. Дальше, если у вас есть интересное хобби, обязательно расскажите об этом. Что вы любите делать в свободное время? В свободное время я люблю читать. В свободное время мне нравится бегать. Я люблю, мне нравится плюс инфинитив. Простой, понятный вариант. Еще один вариант – глаголы «занимаюсь», «увлекаюсь» плюс творительный падеж. В свободное время я занимаюсь футболом. Это значит, что вы играете в футбол в свободное время. Я увлекаюсь футболом, но здесь это может значить я играю в футбол и я смотрю футбол. Или и то, и другое. Еще один вариант – я не могу жить без музыки. Я не могу жить без книг. Я не могу жить без чтения. Я не могу жить без плюс родительный падеж. Здесь нам нужно существительное. И еще один пункт самопрезентации, который может пригодиться, это забавный факт. Об этом точно лучше подумать заранее. Я приведу свои примеры. Я из Сибири, и я знаю, что такое минус 40. Или в нашей семье мы говорим на 4 языках. Или когда я была студенткой, я танцевала брейк-данс. Вам, возможно, хочется задать вопрос и начать диалог. Такие факты помогают вам начать разговор о вас на тему, которая вам приятна и понятна. Поэтому подумайте и напишите в комментариях один или несколько забавных фактов о вас. Ну что, друзья, давайте резюмируем. В этом видео я дала вам много предложений, много фраз, много конструкций. И понятно, что в ситуациях в жизни вы будете говорить только пару предложений. Вы будете миксовать разные варианты, как разные кусочки пазла, в зависимости от ситуации. Я приведу пример. Предположим, я на мероприятии здесь, в Будапеште, и я слышу, что кто-то говорит на русском языке. Я могу подойти и сказать: «Здравствуйте, вы тоже говорите по-русски?» Я Мария, можно просто Маша. Я, кстати, преподаватель русского языка. Я из Сибири, но сейчас живу здесь. А вы откуда? В какой-то другой ситуации я выберу рассказать о хобби или о семье, или начну сразу с забавного факта. Но для того, чтобы вот так свободно комбинировать разные варианты, вам нужно уверенно знать, из чего выбирать. Поэтому сейчас я предлагаю вам подготовить полный вариант и обязательно напишите его в комментариях. Давайте познакомимся поближе. Я подготовила для вас чек-лист самопрезентации. Вы можете скачать его бесплатно по ссылке в описании и в первом комментарии. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. До встречи на следующем уроке. Пока!